Масштабное наводнение в Амурской области, в Иркутске и в Москве. В Амурской области, где из-за наводнения уже эвакуировали более 1000 человек. Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. Подтопленные дома. Уровень воды превысил опасную отметку, достигнув от 500 до 1270 сантиметров. Дамбу, которую строили люди всю ночь на берегу в селе Игнатьево, прорвало. Вода хлынула и за считанные часы подобралась к подворьям. Жители едва успели среагировать. Жители Игнатьева ждут подъема уровня реки еще до 1,5 метров. Людям предлагают переехать в пункты временного размещения или к родственникам. Но не все соглашаются покинуть свои дома. Для них продукты, воду и лекарства доставляют на лодках. Всего эвакуировано около 1000 человек. Бескрайняя водная гладь. На кадрах из вертолета МЧС виден масштаб затопления в Амурской области. От большой земли уже отрезаны 9 населенных пунктов. В воде около 300 частных жилых домов, более 500 приусадебных участков. Всего для работ по защите групп и средств задействованы спасатели, техника, в том числе плавсредства. Продолжаются работы по берегоукреплению, эвакуации и оказанию помощи населению, сообщил начальник Антон Остапенко. Тем временем амурские аграрии подсчитывают убытки. Под водой поля сои, ячменя, кукурузы, картофеля, сотни тысяч гектаров. Кто-то пытается спасти животных. Фермеры передают спасателям коров, коз и баранов, чтобы их переправили на берег. Как сообщил губернатор Преамурья, в целом ситуация под контролем. Но жители Благовещенска опасаются, уровень Амура приближается к опасным отметкам 2013 года, когда случилось самое масштабное наводнение. Вдоль набережной возводят дамбу. Мешки с песком выставляют спасатели и местные жители. В китайском Хэйхэ, городе на противоположной стороне реки, решено временно ограничить прием пассажирских и грузовых рейсов. Подтоплены причалы, которые обслуживают теплоходы. Между тем, в Преамурье продолжает действовать режим ЧС. Это значит, что помощь пострадавшие от паводка получат как из регионального, так и федерального бюджетов. Там, где вода начала отступать, специалисты соцзащиты оценивают ущерб для оформления документов на единовременную выплату. Больше 120 приусадебных участков остались подтопленными в Иркутске. В Иркутске 127 участков остаются подтопленными после подъема уровня воды. Власти собираются разработать меры по защите территорий от грунтовых вод. По данным председателя комитета Татьяны Эдельман, говорит, что вода уходит благодаря проведенным мероприятиям. Специалисты обустраивают водоотводные канавы и очищают ливневые стоки. Кроме того, МЧС предоставила насосные станции для откачки воды. В правобережном округе вода остается на 127 участках. Власти проводят работу по актированию ущерба. Мэр Иркутска Роман Болотов ранее сообщил, что в городе ведется работа по созданию проектных решений для предотвращения подобных ситуаций. В текущем году будет разработан комплекс мероприятий для защиты территорий от воздействия грунтовых вод и реки Иркутск. В Москве реки на улицах, тонущие такси, потоп в метро. Потоп в метро и упавший кран. Как прошел суперливень в Москве. 28 июня 2021 года. На Москву обрушился сильнейший ливень. Затоплены улицы и даже станция метро. В Раменском районе рухнул строительный кран, а в подмосковном Щелково молния попала в трансформаторную будку. Некоторые дороги и подземные переходы оказались затоплены. Жители города и области также столкнулись с отключением электричества, что не помешало им рассказывать о пережитом. В Раменском упал кран, в Щелково от удара молнии начался пожар, на улице Правды унесло крышу.